Здравствуйте, друзья. У нас Андрей Рублев. Андрей, привет. Привет. Можно не разговаривать, просто давай поржем ржать. друг с другом, да. Слушай, такой сразу вопрос. Такая цитата у тебя была, что ты никогда не защищал титул, обычно все время проигрывал в первом круге. И у меня вопрос тебе, как и от игрока, на самом деле. Нет ли ты такой прессер себе? Не даешь еще больше? Либо, наоборот, хочешь снять ответственность с себя? Такой фразы. Понимаешь, о чем я, да? Туда, наверное, все вместе. И снять ответственность, и снять давление. А так... Да уже сейчас нет давления. Даже сейчас, не думаешь об этом? Сейчас уже нет, потому что все давление было, наверное, вот эти больше даже последние 5-6 недель, когда была возможность, особенно вот после Дохи, там была возможность как раз таки набрать, как раз таки, как это, защитить условно Мадрид, да. А сейчас как бы, ну да, Индианаполис, Майами, там Монте-Карло и так далее. А сейчас как бы уже все, уже конец, он неизбежен, поэтому наоборот. Просто мне даже еще интересно, вот как опять же, как игроку, даже сейчас, наверное, даже больше как тренеру, потому что, ну, ты такой вот вещи говорил такой тренеру, что, слушай, вот я там не защищал титул, вот я сейчас, какая-то, может, меняется для тебя какая-то подготовка к этому турниру. Допустим, ты, кстати, в прошлом году сыграл офигенно здесь турнир, здорово сыграл. Ты как-то будешь пытаться сделать то же самое, подготовиться так же к этому турниру, как ты делал это в прошлом году, потому что это сработало хорошо? Ну, психологически, да, буду также пытаться. Там, в теннисном тренировочном плане нет, наверное, по-другому, потому что сейчас по-другому строятся тренировки, по-другому, на другом фокусируемся. Вот. Плюс как бы Марат свои новые вещи приносит, поэтому какой-то тренировочный процесс, наверное, будет больше другой, а там психологически и эмоционально туда также. Понятно. Тут интересно, на самом деле, что ты затронул эту тему. У меня был такой вопрос к тебе. Первый — это... Я смотрел твои матчи последние, да. И у меня такое ощущение, еще мы с тобой тренировались в Лужниках, в Москве. Мы там тренировали очень много выходов к сетке. Это было и твои тренеры мне давали задачу. Мне вот интересно, как бы ты прям сейчас, ну, намного чаще стал выходить в сетку. Чаще? Да, мне кажется, что да. Ты пытаешься... Дай бог тогда. Да? Но если это была работа, и ты, то есть, получается, у тебя она как автоматически, даже ты об этом не думал в корте? Да, не на думал, корте? да. Не думал. То есть ты, ну, это нововведение уже было давно какое-то, или это Марат сыграл свою роль? Ну, все вместе. И как бы, понятное дело, что мне это всегда говорили, всегда это... Говорили, потом говорили и говорили. Я понял. Потом там последние полгода-год, да, я уже сам стал к этому больше относиться серьезнее. То есть мы стали уже больше тренировать это. Там, как ты говоришь, те же моменты в Лужниках, где мы с тобой это много тренировали. И, ну и все, оно, видно, чуть-чуть стало иногда проскакивать. Плюс сейчас как бы Марат еще больше уже не говорит, а как бы там другой подход. Поэтому, возможно, как бы все вместе сейчас, да. Понял. Стало. А смотри, еще такой вот вопрос. Я просто вот по карьере своей помню. Есть, как будто для меня, в моем понимании, есть два понятия отношения игрок-тренер. Да. Первое — это когда тебе тренер сказал, все, завтра тренировка такая-то, мы работаем над этим, ты там выходишь много к сетке. И это первое. Есть вторая — это когда игрок может делать какой-то фидбэк. Слушай, я там, допустим, не уверен. Вот как я помню, мне Даня как-то в свое время рассказывал, то, что ему говорили: давай, входи на прием. И он говорит: да, я понимаю, что нужно, но я там... То есть он какой-то дает фидбэк. Какой для тебя правильный подход? То есть как ты видишь вот это вот? Баланс. Оно нету правильного или неправильного. Он баланс должен быть. То есть... Как у тебя? У меня вот, стараюсь искать баланс, то есть где-то я говорю, как я чувствую, где-то мне говорят, как они видят, и должен быть баланс. Но чтобы этот баланс поймать, нужно быть честным к себе в первую очередь, потому что если ты будешь просто, там, условно, не знаю, там, я не выхожу к сетке, потому что я не умею играть или еще что-то такое, это как бы не объяснение. Я понимаю, потому что это нужно просто над этим работать. Да, то есть ты должен обосновать, там, почему и так далее, и тебе уже, там, ты понимаешь, что нет, нужно выходить, потому что это поможет тебе в дальнейшем. Я понимаю, то есть Марату ты можешь сказать, типа: вот, слушай, здесь я не согласен, давай попробуем что-то другое. Но пока что все, что он говорил, все это говорит, все, это же не только слова, это оно, там дальше, пусть будет подпитывается это всем уже как бы убеждениями, которые прям в самый попадают корень. Понял. То есть это не то, что там вот нужно так или так,
а как бы спрашиваю, а почему, и все. То есть там как бы последовательный Я понимаю. ход, который приводит прям к самой сути, самому корню. Почему ты это делаешь? Да, почему надо. И как бы у тебя самого в большую часть степени вопросов не остается. Почему? Понял. Спасибо, Андрей, большое. С нами был Андрей Рублев. Спасибо. Удачи тебе здесь. Спасибо. Тебе тоже. Да.